остановку. Это город Джанкой. Надо еще подождать около часа. Приедет автобус, и следующая остановка будет город Днепропетровск. На улицу холодно, зашел в магазин погреться. Пол 5 утра, приехал в Днепр. Здесь чертовски холодно. Прямого поезда до Львова нет в ближайшее время. Надо будет ехать с пересадкой. Поезд отправляется из Днепра через 6 часов. Погуляю, похожу по городу. Стоп! Что это за женщины? А это не женщины, это бабы. Нет, в Днепропетровске не все бабы такие. А это скифские бабы. Это каменные скульптуры, которые были оставлены кочевыми народами, скифами и половцами. Некоторые из этих скульптур были сделаны еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Но большинство из них, конечно, немножко моложе. Им всего лишь по 700, по 600 лет. А вообще Днепропетровск — это 4-й город по размерам Украины. Здесь проживает более 1 миллиона человек, и посмотреть здесь есть очень много на что. Кроме скифских баб, здесь есть еще детская железная дорога, которую я не снял на видео, Свято-Преображенский кафедральный собор, гигантская статуя Тарасу Григорьевичу Шевченко, река Днепр, синагога. Одно из самых маленьких метро в мире, здесь всего 6 станций. И еще многое другое, что я обязательно вернусь сюда и увижу. Итак, вкратце с Днепропетровском я вас ознакомлю. А теперь расскажу немножечко о себе. Меня зовут Олег, я родился и вырос в Крыму. Я живу в городе Ялта, прямо у моря и гор. Я работаю, и 5 дней в неделю я нахожусь в офисе. А в ноябре 2019 года я просто взял ежегодный отпуск и решил отправиться в путешествие по Европе. Я планировал посетить такие страны, как Украина, Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия и Словакия. На все это я планировал потратить около 30 дней. Но как можно успеть посмотреть все эти страны за такое маленькое количество времени? Как думаете, вернулся ли я вовремя на работу? Или может я остался жить где-нибудь в Амстердаме или Берлине? В ходе своего путешествия я встретил множество людей. Вне зависимости от того, где человек проживает, в каком городе или стране, я задавал им 2 одинаковых вопроса. Любит ли этот человек путешествовать и почему? А также в чем секрет счастья? И возможно, по крайней мере я очень на это надеюсь, что эти фильмы помогут вам стать немножечко счастливее. А также, возможно, это вдохновит вас на новые путешествия, чтобы не проводить отпуск банально у себя дома на диване перед телевизором, а отправиться куда-нибудь за горизонт. Или не обязательно даже за горизонт, может быть в соседний город или к бабушке. Это тоже путешествие. Главное не сидеть дома и не превращаться во что превращаться? В огурец? Но он же лежит на одном месте, да и не путешествует. Забегая наперед, скажу сразу, что путешествие по Европе не было обычным автобусным туром. То есть я передвигался самостоятельно на автобусах, на поездах, то есть общественным транспортом. Но услугами никаких турагентств или операторов я не пользовался. Маршрут свой планировал я самостоятельно. И билеты на автобусы, на другие виды транспорта я покупал сам. Чтобы посмотреть в городах, какие достопримечательности посетить, также выбирал я сам. Как я это все делал, вы скоро узнаете, досмотрев этот ролик до конца. Какие же вещи я взял с собой в путешествие? В первую очередь со мной был рюкзак. Именно с этим другом я отправился в свое путешествие. Это рюкзак фирмы Татонка объемом 40 литров. ПЛР для поднятия настроения. Powerbank. Спальный мешок. Вот такая вот удобная ложка-вилка. Карты Uno. Дождевик, которым я ни разу не воспользовался за время путешествия, но протаскал его все время за собой. Блокнот и ручка. Их очень важно взять с собой, батарейка в них никогда не сядет. Вот такое маленькое походное полотенечко. Раскладной ножик, чтобы нарезать колбаску для бутербродов. Маленький рюкзак для прогулки по городу. Ноутбук, музыкальная колоночка, расчесочка. Квадрокоптер. Термос для холодных дней. Зубная паста и щетка. Дезодорант. Ну а кроме этого я взял еще водонепроницаемую куртку, джинсы, кроссовки, зимние ботинки, свитер, теплая рубашка, несколько футболок и домашние шорты. Мой рюкзак был заполнен примерно на 2/3, то есть там оставалось еще довольно-таки много свободного места. А остальное место было оставлено специально для сувениров, бутылочки воды или вина.
Но всего за 9 часов доехал до Киева. Кстати, приехал на вокзал, а здесь он был заминирован. Оцепление, куча полицейских. Целый час, собственно, он был окружен, и никого туда не пускали. Сложно себе представить Львов без дождя. Уже второй час подряд, как я гуляю по городу, накапывает немножечко дождик. Но приятно, что погода хорошая, теплая. Я уже в третий раз во Львове. И в третий раз здесь идет дождь. Но тем не менее, я очень-очень сильно люблю этот город. Львов – это старинная брусчатка, средневековые храмы и тысячи красивейших зданий. Центр города Львова занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А еще во Львове изобрели керосиновую лампу, а также здесь родился основатель мазохизма Леопольд фон Захермазах. Ну и наконец, Львов – это вкусно. Я обожаю местные круассаны и кофе, которые здесь подают, очень горячим. Чтобы уехать со Львова в Краков, надо доехать сначала до Австрийского автовокзала на автобусе 3А от оперного театра, который в центре находится. Я на автобус опоздал. Следующий отправляется очень поздно, 8 часов вечера. До этого времени еще 7 часов. Конечно, можно погулять по Львову, выпить немножко вишневки, но времени мало, отпуск заканчивается. Надо ехать. Поэтому отправились в путешествие дальше автостопом. До Кракова всего лишь 360 километров. Не так уж далеко. До вечера точно успеем. Доехал до городка, который называется Шагайни, прямо на границе с Польшей. Осталось пройти где-то, наверное, метров 300. Будет пограничный переход. Есть, я в Польше. Интересно, что возле границы здесь очень много украинцев. А все дело в том, что через украино-польскую границу можно провезти только 1 литр крепкого алкоголя и 2 пачки сигарет. Чем и пользуются предприимчивые местные пенсионеры. Они покупают товар в украинских магазинах, переходят через границу и перепродают его немножечко дороже. А вообще автостопом у меня таки не получилось доехать. Поздним вечером я все еще находился на границе, и тогда я решил купить билет на автобус. И мне повезло. Мне досталось место в самом впереди 2-го этажа двухъярусного автобуса. Вид оттуда открывался просто шикарнейший. Но, к сожалению, долго я наслаждаться им не смог, и вскоре уснул. Немножко устал в дороге. Важный лайфхак. В Кракове, как и во многих других европейских городах, проводятся бесплатные пешеходные экскурсии. Расписание легко найти в интернете, а группу можно отличить по желтому зонтику с надписью Free Tour. Я присоединился к одной из таких групп, и около 2 часов мы гуляли по самым интересным местам Кракова. Прогулку мы начали в старинном еврейском квартале под названием Кажемеш, где сам Стивен Спилберг снимал свой знаменитый фильм «Список Шиндлера». А закончили экскурсию на другом берегу реки Висла, у красивейшей церкви святого Иосифа. После этого решил прогуляться самостоятельно и для начала направился к Вавельскому замку, резиденции польских королей, между прочим.
Originally I'm from Bulgaria. Now I live in Poland at the moment. I've been traveling to more than 30 countries, usually by land, like just hitchhiking, sometimes with a bus, but occasionally I was taking also a plane to go to some new places for me, like Asia. I really enjoyed going to completely different cultures, emerging into the situation. For example, my last trip was to Morocco. Such a huge diversity from what I know that I'm still dreaming of what else can I see in this world. So to continue traveling, that's my idea about how I would like to spend my life. I have a question that is, what is happiness? Happiness for me is to be in a circle of friends that really understand me, that really enjoy their lives. I help them, they help me, and we can build up some kind of a better future, better community, and inspiration for the other people to join the peaceful future. Hi there, I'm Andrew. I live right now in Krakow for last more than 10 years. I'm trying to travel from time to time. The week before I was in Berlin and Netherlands. Also this summer I was in Serbia and Bulgaria. Till now I was traveling a lot around Europe, but still I hope that I will visit other countries and other continents as well. Okay, I visit Asia, part of Istanbul, and it's something. And happiness, it's a tough question, I would say. Like for me, I feel good among people I like. I can talk with them about stupid things, but also about some interesting and serious subjects. Also about my personal stuff, with understanding and stuff like that. I think meeting people and their stories, like for example from couchsurfing, it's interesting because for me couchsurfing, even when I'm only hosting, it's like kind of a little traveling because I get to know more about people, but still more about some places. She's from Poland, feel invited to Krakow. Всем привет из Парижа. Шучу, в Париже нет моря. Но зато море есть в Ялте, в Крыму. Люблю это место. Итак, кто же эти ребята, которые только что были на видео? А с ними я познакомился через такой сайт, который называется Couchsurfing. Couchsurfing — это сервис всемирного гостеприимства. То есть пользователей данного сервиса можно найти практически в каждой стране мира. По крайней мере, я был в 34 странах, и в 30 из них я находил людей, которые пользовались Couchsurfing. Couchsurfing очень полезен для людей, которые путешествуют. К примеру, вы приезжаете в новый для себя город, и кто, как не местный житель, сможет рассказать вам о городе, рассказать его лучшие достопримечательности, раскрыть секреты, где можно найти самую вкусную еду. И как раз таки через Couchsurfing можно найти людей, с которыми можно прогуляться, которые проведут для вас специальные экскурсии. Вы можете встретиться с ними на завтрак для того, чтобы выпить по чашке кофе, или, например, наоборот, вечером выпить по пиву, посидеть в баре, поболтать. Также через Couchsurfing можно найти людей, у которых можно остаться переночевать. Это все делается абсолютно бесплатно, взаимно обратно принимать никого обязательно не надо. Зачем люди пользуются этим сервисом? Путешественники, понятно, у них есть своя выгода, то есть они получают бесплатную экскурсию, бесплатную компанию, бесплатную ночевку. Но зачем принимающей стороне встречать гостей? Во-первых, из целей гуманизма, для того, чтобы помочь человечеству, для того, чтобы потренироваться в иностранных языках, узнать что-нибудь новое об этом мире. То есть люди, которые путешествуют, у них всегда есть много интересных историй в запасе. В-четвертых, просто потому что может быть скучно. Почему бы не воспользоваться возможностью познакомиться с каким-то человеком, который объехал полмира, или да, даже просто с каким-то человеком. Каждый пользователь имеет свою анкету. Через нее можно ознакомиться, на каких языках человек разговаривает, в каких странах он бывал, какие книги он любит, какие фильмы смотрит. А для безопасности на Couchsurfing есть система отзывов. После каждой встречи пользователи могут оставить друг о друге отзывы, которые никогда не удаляются.
Также на каучсерфинге предусмотрена проверка документов, номера телефона, адреса и финансовая проверка. То есть, если человек оплатил пользование каучсерфингом, хотя им можно пользоваться абсолютно бесплатно, значит, человек настроен серьезно, и доверие к такому человеку существенно выше. Под этим видео я даже оставлю ссылочку на каучсерфинг. Переходите, регистрируйтесь, принимайте гостей, сами путешествуйте, кому-то приезжайте в гости, делитесь эмоциями, путешествуйте, любите. А теперь немного о ценах в Польше. Краковская колбаса стоит 150-200 рублей за килограмм. Упаковка сыра камамбер 125 грамм обойдется примерно 50 рублей. Виски Балантайн стоит 760 рублей за бутылку, а местная водка Зубровка 300. Французское же вино можно найти от 200 рублей за бутылку. Денежная валюта в Польше называется злоты. 1 злотый равняется примерно 16,5 рублей. Что умножать и получать цены. А еще в Польше заботятся о бездомных. Вечером, прогуливаясь по городу, я увидел много людей на одной из площадей. Там раздавали еду для всех нуждающихся. Вечер. Покушал, погулял. Сижу на лавочке. Рядом играет саксофон. Тепло на улице, даже расстегнутый хожу. Видно луну. Очень хорошо. Это так душевно. Думаю о том, что понравилось мне здесь, хотелось бы вернуться. А затем поймал себя на мысли о том, что сколько же таких уже мест было, в которые я хотел вернуться и не вернулся. А ведь сегодня у меня последний вечер в Кракове. Не знаю, буду здесь еще когда-нибудь или нет. И на следующее утро я взял автобус и отправился в Освенцим. Место, попадая в которое не хочется говорить. Приближаясь к нему, пересыхает в горле, а язык будто прилипает к небу и не способен на создание ни единого слова. Освенцим – это лагерь смерти, в котором были казнены миллионы людей, по разным данным от 1,5 до 4 миллионов. Освенцим – это место, где широко практиковались медицинские эксперименты и опыты над людьми, изучались действия химических веществ и испытывались фармацевтические препараты. Заключенных искусственно заражали малярией, гепатитом и другими опасными заболеваниями в качестве эксперимента, а нацистские врачи практиковались в проведении хирургических операций на здоровых людях. Освенцим – это место, в котором многие узники шли на проволоку, то есть кончали жизнь самоубийством, дотронувшись до колючей проволоки, находящейся под высоким напряжением. Освенцим – это место, откуда миллионы людей вылетали в трубу, то есть были сожжены в крематории. Освенцим – это место, где новорожденных детей незамедлительно умерщвляли, утопив их в металлической бочке. Освенцим – это место наиболее массового истребления людей за всю историю человечества. Освенцим – это трагедия, которая никогда не должна повториться.
Вчера вечером, сидя на лавочке под городской ратушей, я подумал о том, что было бы здорово вернуться снова в Краков. И вуаля! Ни одного автобуса в нужную мне сторону. Поэтому возвращаюсь в Краков, ночую, и завтра утром путешествие продолжается. Еду в Вроцлав. Я решил выехать в 5:50. Темно. Хорошо, что здесь фонари. С одной стороны темно, а с другой стороны светло, потому что здесь фонари. Даже вижу вокзал. А по дороге из головы у меня не выходили мысли о концлагере Освенцим. Я не мог поверить, что это могло произойти, причем совсем недавно. И тогда я подумал, что единственное, что можно сделать сейчас, это продолжать жить и постараться сделать мир немножечко лучше. I live in Wrocław in Poland. I'm just preparing myself for a long trip to South America for many months, I don't even know how many. I've been mostly traveling in Europe, but also a little bit in the Middle East and in Africa and in the US, and I love it. And I really love to travel because it allows you to meet people that normally you would have never met in your hometown, in your city. And it also allows you to see many incredible places that you may not find in your own country. So what's happiness for me? So I don't know that, but for sure traveling gets me closer to it. And I think happiness is also about freedom, about doing things in accordance with yourself and being able to do what you really want to do. And also being independent from some other people's judgments or indications, just acting freely, doing what you want. Thank you. Поспал всего пару часов за ночь. В автобусе кимернул на часик. Немножко хочется спать, но сейчас я прибыл во Вроцлав. Здесь такая свежая погодка, наверное, градусов 8. Спать уже не сильно хочется. По Европе ходит несколько сетей автобусов, кстати, компаний. Одним из самых дешевых, как я понял, является Flixbus. Ну, по крайней мере, при переездах по Польше он точно наиболее выгодный, а одновременно и, наверное, самый комфортный, потому что в нем есть туалет в каждом автобусе, Wi-Fi. Билеты покупать лучше заранее, наверное, через сайт, потому что когда я покупал на автовокзале, с меня взяли комиссию 5 злотых. Сегодня попробую перевести билет через сайт, может быть, будет выгоднее. Все, трамвай приехал.
Вроцлав – настоящий город гномов. И нет, не потому, что местные жители обожают города и любят его вращать. Совсем это не так. А все дело в том, что в городе можно найти около 600 миниатюрных фигурок маленьких человечков. Они могут встретиться на витрине магазина, на фонарном столбе, на лавочке или даже на дороге. В местных сувенирных лавках продают специальные карты, на которых отмечено расположение каждой из фигурок. Я же картой не пользовался, но более 40 гномов нашел. Большинство людей, с которыми я встретился в дороге, признавались, что считают красивейшими городами в Польше Краков и Вроцлав. Мне повезло побывать в обоих из них. И честно признаться, я затрудняюсь выбрать лучший город. Друзья, а вам какой город больше понравился? Пишите в комментариях. А еще Вроцлав известен своими университетами. Сюда приезжают учиться со всех концов света. Например, Итон, которая приехала сюда из Китая. My name is Yutong. I'm from Hangzhou, China. Now I'm a student in Wrocław, Poland, and I'm studying tourism and hospitality. So basically, you can know that I love travel, so I choose this major. Last year, I think I traveled 10 countries. And totally, maybe I traveled 31 countries. For me, it's really important to travel because it can give me new thoughts and meet new people, especially. For me, to be happy, I need to have different interests. Like last year, I discovered my interest a little bit with ukulele, but I couldn't play very well. And also my friend, he just suggests me to do more painting. So nowadays I just try to do reading and painting a little bit by myself. I think that's the way to keep myself happy and also come out to meet different people from different countries. That's it. Купить билет на трамвай можно при помощи специальных автоматов, которые расположены на остановках. Стоимость билета зависит от времени, которое вы планируете провести в общественном транспорте. Например, билет на 15 минут стоит 3,40. Также можно купить на полчаса или же проездной на весь день. Рассчитаться можно наличными или же банковской картой. А кроме того, банковскую карту принимают еще и внутри трамвая. Так что билет заранее покупать не обязательно. А теперь перенесемся на 50 километров от Вроцлава, в небольшой городок, который называется Свидница. Здесь расположен один из самых необыкновенных храмов, которые я когда-либо видел. Он называется Церковь Мира, и история его создания берет начало в 17 веке, когда местное протестантское общение было разрешено построить всего лишь 3 храма, да и то с определенными условиями. Во-первых, церкви должны были быть построены только из недолговечных материалов, таких как дерево, солома, глина или песок. Во-вторых, церкви можно было строить только за чертой города, однако не дальше пушечного выстрела от городских стен. В-третьих, церкви не должны были иметь башен, колоколов, а также иметь традиционную форму. В-четвертых, церкви должны были быть построены в течение 1 года и исключительно на деньги протестантов. Но, несмотря на столь жесткие ограничения, протестанты справились с задачей, и через год все 3 храма были отстроены. Правда, до настоящего времени сохранилось только лишь 2 из них. Первый из них в городе Свидница, перед вами, второй в городе Явор, а третий сгорел после удара молнии. И 2 уцелевших же храма внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подходит к завершению мое путешествие по Польше. Мне здесь очень понравилось. Я искренне очень хотел бы сюда вернуться. Но дорога зовет. И следующая остановка – город Берлин.
sad when it starts to snow. А то что за красный будешь продать? Это лучшая поэзия. I'm sure, oh, there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. Добрался до Берлина. Сейчас гуляю возле Бранденбургских ворот. Я находился в центре города. Здесь было много людей, и все они двигались в одном направлении. Куда они идут, я не знал, но решил следовать за ними. И вскоре выяснилось, что все они idут на один из самых главных праздников в стране – День падения Берлинской стены. Logischerweise, weil das war ja etwas, womit, ja, was Besonderes. Das zeichnete sich ja eine Entwicklung. В городе устраивались концерты и всякие другие прикольные мероприятия. Но больше всего мне понравились проекции, направленные на гигантские здания в центре города. Там можно было узнать краткую историю Берлинской стены, и об этом я еще расскажу. Ну а пока, день второй, я еду в метро. При входе в берлинское метро нет турникетов и никуда не надо опускать жетон. Здесь достаточно купить билет и затем прокомпостировать его внутри вагона. Стоимость проезда зависит от расстояния, и так как мне надо было ехать далеко, то я решил сэкономить. Не было контроля, а вот сегодня контроль был. Но по берлинскому метро имеется привычку гулять контролеры, а за отсутствие билетов они выписывают большие штрафы. Поэтому, заметив приближающуюся проверку, я вышел на ближайшие станции, купил билет и добрался до места назначения на самых законных основаниях. Вот куда я ехал, в Сан-Суси. Это целый дворцовый комплекс, который был построен в 18 веке для короля Пруссии. Он располагается на огромной территории среди красивейших парков. Здания сохранились в отличном состоянии. И сегодня весь комплекс входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А это не простая мельница. Про нее сложная и интересная легенда. Говорят, что шум от нее мешал королю, который жил по соседству. И тогда он решил выкупить мельницу. Но мельник ему отказал, сославшись на то, что это отцовское наследство. После этого король пригрозил отбрать мельницу силой. Но тогда мельник заметил, что в Берлине работает королевский суд. Этот ответ удовлетворил монарха, после чего он переписал план всего парка и переселился в другой дворец. Прогулка по территории Сан-Суси абсолютно бесплатная, но снимать с квадрокоптера нежелательно. Охранники несколько раз на меня наругались и даже обещали вызвать полицию. Но драгоценные кадры я все-таки раздобыл. Там слегка накапывает дождик, но в принципе тепло. Рядом со мной находится велосипедная дорожка. Очень классно, что в Германии таких дорожек много. Очень многие немцы были здесь с велосипедами, а у кого есть дети, то они сажают специальные такие вагончики, что ли, которые крепятся к велосипеду, и, собственно, они за собой тягают. И несмотря на высокий уровень жизни, ну, наверное, даже доходов, да, у немцев, здесь редко можно встретить какие-то большие, такие здоровые, а-ля там джипы, там, внедорожники. В основном у всех какие-то такие экономные, небольшие, типа хэтчбеки, там, да, такие машинки, которые нуждаются в небольшом количестве топлива. Но это здорово.
А тем временем я провожу последние минуты на главной площади города Потсдам, небольшого, но очень колоритного городка, столицы княжества Бранденбург. Именно на его территории располагается знаменитый дворцовый комплекс Сан-Суси и вот такая вот странная штука во дворе одного из домов. Ну что, Потсдам, прощай и здравствуй снова, Берлин. Ну как же можно путешествовать по Германии и не посетить пивной паб? Здесь даже не нужны официанты. Пиво можно наливать самому и затем рассчитаться по счетчику. I'm from Austria and I'm staying here in Berlin for a weekend. I love traveling and I love to join other people here. And yeah, I'm getting drunk in Berlin. And that's quite nice. the white out of your eyes. Yeah! My name is Shatrik Paffa, I am from Austria. What do I have to say? Yes, I like traveling, and the reason why I'm here in Berlin is just to get drunk as fuck, and yeah, that's it. Happy is drinking. Drinking makes us happy. Drinking and football. So my name is Cordelia and I'm from Denmark, and I love traveling, and my happy place is when I'm sitting in the sun. I have a cold beer and I can just sit there and enjoy that. That's pure happiness. So I'm Miriam, I'm 22 years old, I'm German, and I live in Berlin since 2 years. And what makes me happy is to be free and to just have this like small amount of sunshine in my face. That's basically what makes me happy, because that's a moment where I can really be with myself. Hello from Berlin with a kebab and an iron, the cherry one. И, кстати, кебабы в Германии очень популярны. Турецкие кафе можно встретить почти на каждом углу. Just remember that you are learning and you'll make some mistakes, but keep on pushing forward, trusting that you will be great. And all the problems in your life right now you think can be solved, they will become some ancient memories and no time dissolve away. Keep spreading love, you're serving a purpose, I'm telling you this now. You are very worth it, and even if you don't see it, when everything falls out around you, I hope that you believe this, and I hope that you will see this. And I am just you, but a little bit older, and now I've learned so many things that made me so strong. I wish I could go back with all the knowledge that I have now, cause when I was 19, I had it all wrong. I wish I could go back to when I was 19. I wish I could go back to when life was just a dream. And now I wish I could go back to when I was 19. And now I wish I could go back to when life was just a dream. And now I wish I could go back when I was 19, and now I wish I could go back to when life was just a dream. Now there's nothing I can say to really get you to listen, but when I was 19 years old, I had all these visions and I could see myself doing something that involved the arts. I was making little steps, so I guess that was the start. Doesn't matter what you're good at, you will figure it out. And please don't worry too much now, just live fun and be proud of the person you're becoming. Let me tell you, life is funny. Don't stress about the world and don't stress about the money. Don't be a dummy, don't be stupid, always set your goals, cause before you know it, trust me, all we do is get old. And I hope that you will hear this beat before the ice melts. That's why I'm writing this now to my 19-year-old self. Don't
Чекпоинт Чарли – это бывший контрольно-пропускной пункт между западным и восточным Берлином. Всего на границе было 3 таких КПП, но это стал самым известным из них. За время существования Берлинской стены всех, кто не имел права на переход, но пытался бежать, безжалостно расстреливали. Именно здесь у 2 держав стояли танки в особо напряженные времена. А это фрагмент Берлинской стены. Сооружение было воздвигнуто 13 августа 1961 года. В один момент между восточной и западной частями города появилось бетонное заграждение с колючей проволокой. Стена разделила не только государство, но и друзей и семьи. Стена просуществовала до 9 ноября 1989 года, и до нашего времени сохранилось лишь несколько ее фрагментов. East Side Gallery – это самая знаменитая ее часть. Это место, которое было исписано более чем сотней художников из 21 страны мира. Мемориал жертвам Холокоста, установленный в самом центре Берлина. Это 2700 узких каменных плит разной высоты, напоминающие братское кладбище с безымянными могилами. Это словно лабиринт, из которого нет выхода. А это один из самых необычных памятников, который когда-либо видел. Он посвящен гомосексуалам, которые стали жертвами нацизма. Бетонный прямоугольник, в котором круглосуточно транслируется видео с целующимися людьми. А это вроде как мобильный медицинский центр на колесах. Очень удобно. Пожалуй, одним из минусов путешествия по Европе являются сувениры. Они здесь классные, но немного дорогие. Например, самая обычная открытка может стоить до 3 евро. В 6:40 утра. На Берлин опустился туман. Я иду к своей остановке. Скоро меня заберет автобус, и мы поедем в Гамбург. Мое путешествие продолжалось, и я двигался на север Германии. Но, если честно, мне было немного жаль покидать Берлин. Уж очень мне понравился этот город, и особенно его уличные музыканты. I hope that I will see you when I'm sitting on the pond. We can have a conversation for 5 minutes, get along. We can laugh about the good times and the fun that we once had. And lots of times I think I see you, but as I... Когда я увидел это здание, то подумал, что это очередной старый храм. А в действительности же это центральный железнодорожный вокзал города Гамбург, самый загруженный по пассажиру потоку в Германии. В ходе моего путешествия почти все немцы, которых я встречал, говорили, что самый красивый город в стране – это Гамбург. И, конечно, я не мог его пропустить. Его полное название – Вольный ганзейский город Гамбург, а назван он так в честь крепости, построенной в 808 году. Гамбург – это второй по величине город в Германии. Его площадь в 7 раз больше площади Парижа, но даже при этом на его территории нет ни одного небоскреба. Большинство домов не выше 10 этажей. И на одного человека приходится около 30 квадратных метров жилой площади. Это самый большой показатель в мире. Гамбург расположен на берегу реки Эльба и
является вторым по величине портом в Европе. Первый находится в Роттердаме, и в этом городе я вскоре еще буду. А сейчас главная достопримечательность Гамбурга, самый большой в мире район портовых складов. Он был построен в конце 19 века на островах и сваях посреди Эльбы. Это 5- и 6-этажные здания из красного кирпича, расположенные в ряд и соединяемые множеством мостов. К слову, Гамбург – рекордсмен по количеству мостов. Их здесь то ли 2300, то ли 2500, но в любом случае больше, чем количество мостов в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. А на обед я купил пару булочек, колбасы, был у меня еще сыр камамбер, и все это съел, запивая пивом немецким, нефильтрованным, прямо на берегу реки Эльба, здесь вот. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Wir haben Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Wir haben Durst. Как думаете, город Гамбург и гамбургеры как-то связаны друг с другом? Вот и я не знаю. Существует множество версий, но ни одна из них не доказана. Согласно одной из них, знаменитый гамбургер был создан в США эмигрантами из Гамбурга. Или, возможно, они уже с рецептом переехали в Штаты. Но как бы то ни было, в Гамбурге я вообще ничего не нашел связанного с родиной гамбургеров. А ведь это могла бы быть очень классная приманка для туристов. Еще в Гамбурге есть туннель, проложенный под Эльбой. Это один из самых старых подводных туннелей Европы. Он был построен в 1911 году как альтернатива мосту. Через него могли проезжать автомобили и конные экипажи. И всего через тоннель проходило до 20 миллионов человек в год. Сегодня тоннель потерял свою былую значимость, но все еще используется для перехода пешеходов и является одним из символов города. Такой вот туалет, засовываешь пол-евро, дверца открывается, ты оказываешься в такой вот капсуле. Я провел 2 чудесных дня в Гамбурге. И да, это действительно красивый, чертовски романтичный город. Но надо ехать дальше. Впереди Амстердам. Добро пожаловать в Нидерланды! Эй! 200 километров осталось до Амстердама. Едем. Остановились для того, чтобы сменить автобус. Смотри, какая трава зеленая. И реально зеленая. Я вчера побрился. Кстати. Совершенно неожиданно сегодня поехал в Амстердам. Планировал это сделать завтра-послезавтра. Думал остаться сегодня в Гамбурге. Но я перепутал все дни. Вторник и четверг мне показались похожими на английском языке, и я их перепутал местами. Я думал, что меня пригласили в четверг на джаз-концерт в Амстердаме,
А оказывается, он сегодня. И буквально, как только я приеду в Амстердам, у меня будет около часа для того, чтобы добраться до места назначения. Ну и, собственно, успеть на этот концерт. Еще во FlixPass есть такая штука, что тебе дается лимитированный доступ к интернету. 150 мегабайт, так я не понял, это на одну поездку или на сколько времени, на день, за один билет. В общем, даже если поменял автобус, подключился в другом автобусе к интернету, но все равно они пропускают меня, дают доступ. Наверное, надо будет добавить билет в своем приложении, и тогда снова появится интернет. Ну, я не смогу сейчас это сделать, потому что у меня нет интернета, не смогу добавить это приложение. Офигенно холодно и ветрено. Зато я в Амстердаме. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop. Het ik spieren, het ik vet, weet dan hoe krakt op de kop van je. Hij stopt voor hoe klaar 3 dagen een stuk, je bunker is op en beproeft hoe geluk. Приехав в Амстердам, я первым делом подумал, что, блин, как же здесь холодно, и какой пронизывающий ветер. Затем я добрался до центра города, увидел кучу велосипедистов, потому что, ну, блин, как они тут помещаются сейчас таких великов. Вот. Я просто спрашивал, говорят, даже зимой здесь катаются. И в дождь, и снег. В общем, всегда. Потом я увидел целующихся девушек. Затем набрел на пекарню с марихуаной, с специальными пирожками. А потом понял, что такие пирожки продают чуть ли не в каждом магазине. Вот, и вообще тут очень прикольно, красивый город. asbestos, nicotine, the smell of metropolitan dust is a form of urban camouflage. You are deep, far from my home around the corner, yet warmly familiar with the smell of bridges. Нихао. Или привет всем из Китая. А вообще я шучу. Я до сих пор нахожусь в Крыму, в бамбуковой роще города Ялта, и вспоминаю о своем путешествии по Европе. И сейчас Амстердам. Вид из дома, в котором я жил, открывался на один из каналов. И каждое утро по нему проходило специальное судно с такой вот клешней, которая загребала все, что находилось на дне водоема. И как вы думаете, чего больше всего доставали? Ну, конечно же, велосипедов. Нидерланды – это край велосипедов. Местные говорят, что катают на байках круглый год.
Оттого здесь их можно встретить практически где угодно. Они могут быть привязаны у дерева, для них сооружают парковки в несколько этажей высотой. Их даже можно обнаружить на дне каналов, как я уже рассказал. Таким образом, кто-то избавляется от своих старых велосипедов, но по большей части их роняют люди на веселе. Ведь Амстердам – это еще и город, где можно купить… Что? Как вы думаете, что? Правильно! Амстердам – это еще и место, где можно купить клубни тюльпанов, настоящий голландский сыр, кломпы, то есть деревянную национальную обувь, и легкие наркотики, а также женское внимание. Начну с того, что продукты питания и сувениры здесь немножко дороже, чем в Крыму. Примерно процентов на 20-25, но зато алкоголь дешевле. Например, бутылочка французского вина обойдется от 2 евро, а бутылка виски от 4. А теперь о самом интересном. Я специально походил по городу и собрал актуальные цены. Так вот, 20-минутный визит к проститутке на улице Красных Фонарей стоит в среднем от 50 евро. Но зато можно торговаться, особенно утром, когда поток туристов еще небольшой. И, к слову, государство обеспечивает регулярный медицинский осмотр женщин легкого поведения, а те, в свою очередь, платят налоги, имеют полный социальный пакет и даже свой профсоюз. Также в Нидерландах легализованы легкие наркотики. 1 грамм сушеной конопли может стоить от 8 до 15 евро, гашиш от 7 до 12, косяки с чистой марихуаной от 6 до 8, а знаменитые кексы с гашишем или марихуаной обойдутся от 6 до 15 евро. Купить это все удовольствие можно в специальных кофешопах. Это такие кафе-магазины, в которых можно сразу же продегустировать купленный товар. Внутри кофешопы выглядят как обычные кафе, за исключением того, что его посетители, сидя за столиком и попивая апельсиновый сок, еще и курят косячок. Также в кофешопах есть еще и грамотные продавцы, которые, кроме того, что расскажут о разнице сортов, они еще порекомендуют правильную дозировку и способ употребления. Благо, что я послушал одного из таких продавцов, потому что кексы в Амстердаме очень вкусные. Подобные кофешопы встречаются часто. Единственное ограничение в Нидерландах – это расстояние, на котором подобные магазины должны располагаться от школы, где обучаются дети. Кажется, что Амстердам – это место, где все можно. Но это не так. Здесь нельзя распивать алкоголь на улице. Для этого есть специальные питейные заведения. Нельзя снимать на видео или фото проституток. Нельзя ходить по велосипедным дорожкам для собственной же безопасности. А также нельзя выходить из дома без куртки с капюшоном или дождевика. Погода здесь очень непредсказуемая, а дождь бывает очень часто. И при том, что в Нидерландах легализованы легкие наркотики и проституция, Амстердам, столица государства, является одним из самых безопасных городов Европы. Hello, I'm Annabelle, I'm 23 years old and I study Masters of Music. So I love to travel myself. I've been in a lot of countries already. But the best thing about traveling, I think, is that you meet a lot of people and you meet a lot of cultures, you meet differences, but at the same time you meet the things that we all have in common, and I think that really makes me happy. It makes me happy to go to places where there is not much and meeting other people and talking about life, really. I really like it that people are so welcoming and that people are all of a sudden willing to invite you to the house, eat together, like we're some sort of family. And I think that's much more important than all the daily stress that we have and all the things that happen around us and all the
goals we want to achieve, but it all comes down to like just contact with other people and sharing stories. That was it. Hello, from Amsterdam, the Netherlands. Nice to meet you. Is it good? Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop. Mensen komt hier en slaat er eens op, verkopen een klap op die keiharde kop. Heb ik spieren, heb ik vet, weet dan hoe kracht op de kop van je. Hij stapt voor klaar 3 dagen een stuk, je bonker is op en beproeft hoe geluk. Hij staat voor klaar 3 dagen een stuk, ja bonker is op en beproeft hoe geluk. Heb ik spieren, heb ik vet, weet dan hoe kracht op de kop van je. Hello everybody, привет. My name is Nico. I'm from Argentina. I was born in the Patagonia, and nowadays I'm trying to travel all around Europe. I start my trip in Budapest. I will finish in Barcelona. So I'm making an express Europe trip. In 12 days. It's very nice because we can meet people from all around the world, very interesting people, different cultures, histories, and it's wonderful because you make friends all around the world. So I think that the secret of happiness is to just travel, take your backpack and go away. See you later. Thank you. Hi, my name is Marisol. I'm from California and I like traveling. I didn't really travel that much in California or in the US, but I've been in Europe for a few months now and it's pretty cool. I would say that the secret to being happy is being honest to yourself and to everybody. Yeah, don't be fake. And you will live a great life. Hi from Amsterdam. Nobody move! I have one more trick for you! It's called getting down! Амстердам абсолютно необычный город. Когда я был здесь, то совсем не хотелось ничего записывать. Хотелось просто наслаждаться этим городом, ходить по его старинным улочкам с красивейшими домиками, гулять вдоль каналов, познакомиться с людьми. Здесь можно встретить просто весь мир. Например, я сегодня ночевал в хостеле. Это были корейцы, ирландец, англичанин, аргентинец, один даже русский, кроме меня. Сейчас иду на автобусную станцию, покидаю Амстердам. Это небольшой городок Лейден, близ Гааги. Сейчас иду по парку. Острова нереально зеленые. Скоро Рождество. В Нидерландах здесь празднуют его дважды. Есть у них свой нидерландский праздник 1 декабря, по-моему, отмечается. У них есть свой сказочный герой Санта-Клаус, у которого есть помощники блэкпиты, типа чернокожие ребята. История эта берет начало еще в старинные времена, когда Нидерланды были колониальной страной, покупали, продавали рабов. Санта-Клаус — это лицо, которое символизирует рабовладельца, у которого в помощниках вот эти вот самые называемые блэкпиты.
Сейчас в Нидерландах борются с расизмом, хотят отменить блэкпитов, или как-то перестроить этот праздник. Брал вчера кексы, местные, нидерландские, амстердамские, прикольные. Вот, на вкус прям как тортик такой, как брауни. Примерно через час-полтора в теле становится теплее, затем начинают неметь ноги, становятся тяжелыми, ватными. Хочется присесть, присаживаешься, и тут начинается вот самое интересное. Цвета становятся ярче, хочется то смеяться, то улыбаться, то просто завтыкать. И эффект длится примерно около 6 часов. Можно пропадать из реальности. Например, вчера шел и вдруг понимаю, где я иду. А тут я как раз таки уже возле дома. В автоматике можно купить билет на поезд и сэкономить 1 евро. После покупки билета, так вот он выглядит. Надо приложить его при входе в турникет. Открыли. Выходим на платформу. Вообще здесь все на нидерландском языке, и сложно понять и разобраться, где что находится. Но нидерландский такая смесь немецкого с английским, поэтому можно логически разобраться, интуитивно что-то найти. Но ориентироваться не так уж просто. Потому что на английском языке очень мало что дублируется. Моя платформа, мой поезд 13:04 отправляется через 15 минут. Приехал мой поезд. Там есть Wi-Fi. Это прикольно. Из Амстердама я отправился на юг страны. Следующая остановка стал Лейден, небольшой городок, история которого насчитывает более 1000 лет. О тех далеких временах напоминает старинный замок, но известен город другим. Во-первых, в Лейдене много красивых каналов, а во-вторых, это город университетов и родина многих знаменитых людей. Здесь был основан первый университет в Нидерландах в 1575 году. А также в Лейдене родились знаменитый художник Рембрандт, король Германии Вильгельм II, музыкант Армин ван Бюрен и Ждун. Да, я не шучу. Скульптура голландской художницы Маргарет ван Брейфорд «Ждун» была создана в Лейдене и изначально должна была символизировать терпение и надежду пациента в очереди к врачу, но стала популярным интернет-мемом. Еду дальше. Через небольшие голландские поселения с красивыми домиками и парками, двигаясь по идеально ровным дорогам к побережью Северного моря. За время своих путешествий я успел побывать на берегах более чем 10 морей, но кто бы мог подумать, что самое северное из них так и называется Северное. Это одно из самых мелких морей в мире, средняя глубина его около 100 метров. Оно омывает берега Бельгии, Германии, Норвегии, Дании. И отсюда, из Нидерландов до Великобритании, всего чуть более 200 километров. Вечером через каучсерфинг я остановился в доме парня по имени Эрвин. Он родился и вырос в Нидерландах, живет в городе Васенар. Его дом – это настоящий музей. Эрвин обожает историю города и собрал множество старинных вещей, включая карты, картины, ключ от города и многое-многое другое. А на ужин мы готовили мясо с овощами. Жарили прямо на столе. Эрвин говорит, что такие плиты очень популярны в Нидерландах, и голландские семьи очень часто собираются и готовят ужин вместе. В
Думаю, это особенно интересно детям. А еще еда так остается всегда горячей. Вкусно отужинав, мы решили не оставаться дома, а поехали в один из самых известных городов в стране – в Гаагу. Тем более, что он находится всего в 20 километрах. Круто, когда страна маленькая и все достопримечательности рядом. Гаага – это место, где вершатся судьбы мира. Но здесь находятся крупные международные правовые институции, среди которых Суд ООН, Европол, Евроюст, Организация по запрету химического оружия. В Гааге размещается нидерландский парламент и правительство, а также находятся 2 королевские резиденции. Такой вот публичный туалет, который не закрывается. А вот еще один небольшой городок на юге Голландии. Он называется Вайсенер. Имеет 8-вековую историю, отлично сохранившуюся ветряную мельницу, в которую, кстати, можно бесплатно залезть. Красивый лес и множество богатых особняков зажиточных нидерландцев из близлежащей Гааги. Говорят, что здесь можно найти самые дорогие дома во всей стране. Hello, I am Erwin. I'm from the Netherlands. I live in Wassenaar, a small town between Den Haag and Leiden. I like traveling. I haven't been that far, but I like to do some more traveling. But I also like to come back home because I really love my country. I love the place I live in. And I think that also makes me happy just to be home and surrounded by people you love, people you know, and making the most out of life, and also showing people what this area is all about. And then you appreciate it more, experience more in it, and having also people say how they feel about it gives you a new perspective on life. That's what I like to do. А это голландский фастфуд. В стране обожают рыбу, и ее соленую, жареную в кляре можно купить практически повсюду. Очень вкусно и недорого. Город, в котором я нахожусь, называется Делфт. Вы что-нибудь слышали о нем раньше? А ведь он является первой столицей Нидерландов. Кроме этого, город известен тем, что в нем был убит принц Оранский или Оранский в 1584 году. С тех пор всех членов нидерландской королевской семьи хоронят в новой церкви Делфта. Сегодня город является одним из основных центров разработки высоких технологий в Нидерландах, а также известен производством фарфора. Эта продукция узнаваема во всем мире своим сине-белым цветом. Удивительно, но в такой небольшой по площади стране Нидерланды можно найти столько всего интересного. Но более странно то, что практически все туристы направляются лишь в Амстердам, а ведь кроме него есть и другие интересные места. На этом мое путешествие по Нидерландам не заканчивается. Дальше Роттердам. Но кто не знает про Роттердам? Это один из самых известных городов Европы. Рассказывать о нем можно долго, но начну с того, что после приезда в Роттердам я заселился через каучсерфинг к местному жителю по имени Ханс. Это уникальный человек, который принял в гости более 3000 путешественников. Он принимал гостей через каучсерфинг, даже когда сам путешествовал и проживал в отеле. Обычно ведь там 2 кровати. I'm Hans, I'm from Rotterdam, it's in the Netherlands. I love traveling, especially to places with other cultures like Africa and Asia. I don't like the European countries so much or the other Western countries because
they're quite similar to here, and it's perfect to see complete other places. So yeah, that's about traveling. And about being happy, it's easy, because you realize what you have. You must be happy. You must be happy. Some people, they think about the things they don't have. Well, that's not the way to be happy. So just think about all the things you have. You have so much. That's it. На момент моего приезда в доме Ханса проживало еще около 10 других ребят. И мы, быстро познакомившись, отправились в ближайший паб. Там ирландец научил меня правильно пить пиво, только с крепким алкоголем и никогда как самостоятельный напиток. С виски сочетается неплохо, но что-то ирландец немного подсдал к концу вечера. Но зато остальные были в норме, они не послушали ирландца. Hi everyone, well, I'm Emmanuel Itures from Argentina, and I started traveling 7 months ago. Travel for me is not about the places I've already been, it's about people I met, so that's the more important thing for me, to meet people. That's why if I have to come back 1,000 miles to see a friend, I will do it and skip all the countries, which is gonna be good, but at the same time, at some point, I come back because of friends and people I met during the trip. I'm Gloria, I'm from Spain, I'm 21 years old. I'm doing an Erasmus in Szeged in Hungary. I love hanging around, meeting new friends. I love traveling because of that, and also exploring new cities, discovering new places, and I don't know, learning from other people, cultures. I think that's the point of traveling. Dylan is my name. What do I like the most? Shots of rum. I love shots of rum. Medine from Turkey. I like traveling now because before I didn't know that how to travel because I live in Turkey. I didn't go to many places. This is my it's 5th country or 6th, I don't know. But I love Netherlands. I love Amsterdam and Rotterdam. I like traveling because of the meeting new people, and then I want to continue the traveling the world. I hope I can. And happiness. Well, happiness is a quite big question with many answers you're gonna get from many people. And happiness is whatever it is that makes you happy is alright. But at least for me, happy is to meet people. Happy is to listen their stories. Happy is to get into their culture and try to know them from the deepest thing possible in this world. Sometimes I think that I would love to come back home, but it's like a second on my mind that I think some thoughts that I want to come back. But then I remember that I would love to keep going and keep traveling and keep meeting people. The most important thing is hospitality in the world. Because sometimes you see on the news that people is not good in this country, in another country. But to be honest, if you really want to know how people are in the countries, you want to go there. Or if you're interested in going to those countries. If you really want to know, it's because you have to travel with them, know them, and then you will realize that the world is not a dangerous place. So I'm gonna see that in those countries that the media, the news say that it's a bad place, like, I don't know, Iran, Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, even Turkey sometimes. And I'm gonna show the world that people in those countries, it's even hospitality than all the countries in the world, even in more touristic places. So that's it. Mando un saludo de Argentina, Argentina de corazón. Los quiero todos, espero que les guste esta película de mi amigo. Es una gran persona, así que follow him. На следующий день мы с Эммануэлем, чувак из Аргентины, отправились в путешествие на велосипедах к знаменитым ветряным мельницам Kinderdijk. Отдельное спасибо Хансу, который кроме того, что угощал едой всех своих гостей, а их могло быть одновременно и 20 человек, он одолжил нам свои пару байков. А работает Ханс, кстати,
обычным учителем в школе. Итак, Нидерланды – это идеальная страна для велосипедных прогулок. Местность плоская, имеются специальные идеально ровные велодорожки. Здесь не автомобили имеют преимущество при проезде перекрестков, а велосипедисты. Это очень круто. Двигались мы быстро и даже не заметили, как проехали 15 километров, после чего добрались до ветряных мельниц. Пожалуй, это одна из самых узнаваемых достопримечательностей в Голландии, но несколько веков назад дома с ветряными крыльями были главным промышленным объектом страны. С их помощью мололи муку, делали краску, готовили горчицу и даже осушали землю, так как значительная часть Нидерландов находится ниже уровня моря. Сейчас уровень воды регулирует автоматическая дренажная система, но еще 200 лет назад эту задачу выполняли ветряные мельницы. В настоящее время ветряные мельницы Киндердейк включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом 2 мельницы работают как музей, а остальные находятся в частной собственности, и в них до сих пор проживают люди. Прогулка у мельниц бесплатная, но за посещение музеев надо заплатить 8 евро. Если покупать билет онлайн, то можно сэкономить 1,5 евро. Тем временем, пока возвращаемся в Роттердам, расскажу, чем отличаются Голландия и Нидерланды. Все просто. В Голландии существует аж 2. Северная, главным городом которой является Амстердам, а также южная, на территории которой располагаются Гаага и Роттердам. Нидерланды – это общее название государства, в состав которого входит аж 12 провинций, включая Южную и Северную Голландии. Роттердам – это второй по величине город в Нидерландах. На его территории расположен крупнейший порт, который является самым большим в Европе и вторым по размерам в мире, после Шанхая. Роттердам был несколько раз стерт с лица земли. Это неоднократно случалось в Средневековье, но последний, самый разрушительный раз пришелся на 1940 год, когда немецкими бомбардировщиками на город было сброшено почти 100 тонн бомб. Поэтому в старинном Роттердаме, которому более 800 лет, нет привычных для Европы средневековых узких улочек, крепости и прочих исторических достопримечательностей. А все потому, что город был отстроен заново. Hello, my name is Dmitry. I like to travel everywhere. I spent numerous of countries over the year, and I really like to have some experiences over the countries, to see some nationalities, some mentalities, and to catch some good moods and some good ideas from some very different persons. For me, happiness, I'm thinking, is to have a good mood with any kind of people, and to be in good mind always. That's the happiness. Hi, I'm Karen. I'm originally from Colombia, but I'm right now in the Netherlands. I like traveling because I like the opportunity to get to know new people, new cultures, new food, and it's just really interesting to get to know new things, to learn from other people, and basically that makes me happy. And also another secret for being happy for me is to help other people when they need it, and to do what you love the most. So, for example, I love doing sports, so I do that with traveling and helping others. So, yeah, that's the thing. That's the little secret to be happy. Bye. Какое сегодня число? Только вот в Москве постоянно забываю, какое число, какой день недели. Утро, около 9:30, наверное. Сегодня покидаю Роттердам, еду в Бельгию, сначала в город Антверпен, затем в Брюссель. Из Брюсселя потом возвращаюсь в Германию, но это будет уже не сегодня. Вообще, в Нидерландах, конечно, понравилось. И немножко грустно расставаться с ними.
Но с другой стороны, может быть, поднадоело здесь немножко. Ну, во-первых, здесь как-то дороговато, что ли. Например, если ты сидишь даже в каком-то пабе, как, например, так было со мной вчера, сидел, пил пиво, и для того, чтобы сходить в туалет, тебе надо заплатить еще 50 центов. При том, что ты и так уже там пиво напился, до такой степени, что тебе срочно надо в туалет. Ну такая же фигня в Макдональдсе, в KFC, в ресторанах быстрого питания. Тоже надо заплатить 50 центов для того, чтобы облегчиться. Единственное место, которое я нашел, это Subway. Там никто деньги с меня не просил. В Subway можно было просто сходить по своим делам, вот никто ничего не спрашивал. В пабе пиво стоит, к примеру, маленькое, 250 мл, где-то 2,50, 2,60, а большое более 5 евро. Это я имею в виду самое дешевое. В магазине же пиво можно купить за пол-евро. Сейчас же я иду на Роттердам Централ, главную автобусную остановку в городе. О, собака. Купил билет до Антверпена. Стоимость билета 7 евро. Если покупать его вчера онлайн, если покупать его сегодня онлайн, и проверял, стоит он уже 9 евро. То есть путешествие по Европе, не забывайте покупать билеты заранее. Вы когда-нибудь видели столько велосипедов? Велосипеды, кругом велосипеды. Где мой велосипед? Кто видел мой велосипед? Не знаю, как они потом находят свои велосипеды. Они, наверное, ставят метки на карте. Потому что их здесь просто миллион. Они что там впереди еще дофига велосипед. Изначально, когда я продумывал свое путешествие, то не собирался ехать в Бельгию. Но будучи в Роттердаме, всего в 80 километрах от границы, решил немного изменить свои планы. До Антверпена я добрался на автобусе. Путь занял всего 1,5 часа. Город красивый. В нем жил и творил Рубенс. Великий художник провел в Антверпене большую часть своей жизни. А в его доме сейчас открыт музей. Также здесь можно найти памятник Петру Первому. И это при том, что существует закон, запрещающий ставить в городе памятники политическим деятелям. Этот является единственным исключением. Монумент установлен напротив аббатства Святого Михаила, в котором в апреле 1717 года останавливался царь. Петр прибыл в Антверпен под видом простого матроса Алексеева, однако был встречен всей местной знатью. Царь полдня ругал слуг и свиту за несохранение тайны, но к вечеру все-таки подобрел и посетил приемы, устроенные в его честь. Как отметил известный бельгийский историк Вагеманс, для нас, антверпенцев, этого вполне достаточно, чтобы поставить им памятник. Еще в городе можно посетить собор Богоматери, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство заняло в совокупности 250 лет. И что интересно, интерьер церкви воссоздавался заново разными художниками и скульпторами на протяжении нескольких веков, что делает его таким особенным. Здесь переплетены элементы самых разных стилей – готика, барокко, рококо, ренессанс и неоготика. А многие картины были написаны самим Рубенсом. Наконец, бриллиантовый квартал. Выглядит он весьма скромно, без излишних убранств, и внешний вид домов самый обычный. Но считается, что путь 80% всех необработанных и более половины обработанных алмазов в мире пролегает через этот бельгийский город. Большинство магазинов, реализующих драгоценные камни и украшения с алмазами, находятся в так называемом бриллиантовом квартале, расположенном на 5 улицах.
Антверпен очень классный город, со множеством интересных мест и красивых домиков. Но почти целый день шел дождь, и поэтому я хоть и погулял по Антверпену, но снимать было очень неудобно из-за высокой влажности воздуха. Так что есть. В Бельгии можно найти даже автомат с пиццей. За 4 минуты вам приготовить пиццу. За 8,90 евро. Hey Karen, do you want to sing some song? Ага. От всемирно известных мест и больших городов всегда ждешь чего-то такого, что порождает мощный взрыв эмоций и переворачивает сознание. Бывает, что так и случается, как, например, это произошло со мной в Берлине и в Амстердаме. А вот Брюссель немножечко не оправдал ожидания. Да, здесь есть красивые улочки и расчудесные архитектуры дома, но вот не нашел я в нем чего-то прям удивительного, кроме местного шоколада и пива. Подумал я об этом и понял, что зажрался, и что путешествие это мое весьма насыщенным получается, раз могу так о Брюсселе отзываться. Первое утро в Бельгии. Я в Брюсселе. Иду, слышу сплин. Иду в центр города. Рассказ о Брюсселе начну с того, что это самый писающий город, в котором мне приходилось бывать. А все потому, что в 16 веке здесь был установлен фонтан с писающим мальчиком. Позднее эту идею подхватили и установили скульптуры писающих девочки и собаки. Интересно, а каким следующий будет фонтан? Есть идеи. Брюссель является не только столицей Бельгии, но и политическим центром Евросоюза. Именно здесь проходит заседание Европарламента. И здесь же расположена штаб-квартира еще одного международного объединения – НАТО. Интересный факт. Брюссель – один из самых многонациональных городов мира, а около 30% населения являются выходцами из других стран.
А сами бельгийцы, согласно моим наблюдениям, почти все имеют кучерявые волосы. Возможно, это связано с колониальным прошлым страны. Я в самом центре Бельгии, в центре города Брюссель. Солнце светит, под солнцем тепло, в тени чертовски холодно, на площади куча народу, много машин. Центральная площадь напоминает какую-то большую парковку, много машин. На площади Гранд-Плас есть старинное здание, известное как Дом Короля, хотя ни один монарх в нем никогда не жил и не работал. И что удивительно, мне удалось запустить здесь, в самом центре европейской столицы, квадрокоптер, и никто ко мне не подошел и ничего не сказал. Двигаюсь дальше. Популярнейшее место в Брюсселе – Атомиум, построенный к Экспо 1958 года. Это часть кристаллической решетки железа, размер которого был увеличен в 165 миллиардов раз. Он состоит из 9 огромных сфер. Поперечник каждой составляет 18 метров и 20 труб, соединяющих их между собой. В центральной из них размещен лифт, способный за 25 секунд доставить гостей в ресторан или на смотровую площадку. В Брюсселе я жил у гостеприимного человека по имени Лукас, который радушно принял меня через каучсерфинг. Он всегда был рад угостить меня местными вкусностями, провести экскурсию и порекомендовать лучшие достопримечательности. Огромное спасибо за прием. Самой центральной площади города Брюссель. Здесь куча народу, играет музыка и что-то, наверное, включается какой-то концерт.
Там за забором находится Королевский дворец. И попасть туда, поход, нельзя. Ворота закрыты. На страже порядка лев. Для большей защиты дворца от нападения здесь проложена дорога. Поэтому дворец надежно защищен со всех сторон, окружен дорогой, забором, львами. Вот там еще один монумент королю Леопольду. Забавно, что бельгийцы любят перпендикулярность. Вот, например, пешеходный переход. Вот стою я здесь. Надо идти туда. Вот у них нет таких прямых переходов. Практически все такие вот кривые. Бельгия — это не только старинные улочки и средневековые дома. Это еще новые, древесные, многоэтажные торговые центры. Сегодня ночью -2. Утром я сказал бы, что теплее. Покидаю Бельгию. Еду. Мой автобус через 1,5 часа отправляется в Германию, в город Кёльн. В самой далекой точке своего путешествия я достиг. Собственно, Брюссель. Затем мой маршрут поворачивает обратно на восток. И я буду понемножку двигаться уже к Крыму. Сегодня побывал в 3 странах. Позавтракал в Бельгии, пообедал в Нидерландах, а ужин украсил чудесным немецким вином в Германии. Прекрасный день. А начинался он у меня в Брюсселе. Оттуда на автобусе я доехал до небольшого голландского городка Маастрихт. Перекусил на берегу реки Маас, в честь которой и был назван этот замечательный город, да продолжил путь на восток. Was wollen wir trinken? Rollt das Fass herein, wir trinken zusammen und nicht allein. Es ist genug für alle da. Was wollen wir trinken? Rollt das Fass herein, wir trinken zusammen und nicht allein. Я снова в Германии. Нахожусь рядом с городом Кёльн. Автобус довез меня до аэропорта, и мне очень захотелось заглянуть в Duty Free. Но без билета на самолет туда не пройти. В один момент было дело. Решил купить билет, да вспомнил, что нет смысла. В Германии и без того можно приобрести отличное вино всего за несколько евро. Иду пофоткаться с вот этим вот самолетом. А еще посматриваю какой-нибудь магазин, потому что хочется есть. Блин, мне постоянно в путешествии хочется есть. Так, на заметку. В аэропорте Кёльн-Бонн есть бесплатный туалет, даже несколько. Добраться до города можно на метро. Самая известная местная достопримечательность – это Кёльнский собор. Он строился около 200 лет и в одно время считался самым высоким зданием в мире. Его высота – 157 метров. Сооружение колоссальных размеров и невероятной красоты. А еще под ним толпилась куча народу. Я таки не понял, чего они хотели, но по всей видимости это выходцы из Ирана, которые были недовольны властью в своей стране. А в целом, по городу было интересно прогуляться.
Невероятное количество замков. Неужели столько влюбленных в мире? Интересно, сколько пар из них уже рассталось? Like this for picture. Когда планируешь путешествие, бывает, что сомневаешься в затеянном. А стоит ли ехать, а может остаться и зарабатывать деньги вместо того, чтобы их тратить? Подумал я об этом, оглянулся, прогуливаясь по мосту через Рейн с офигенным видом на город, и понял, что не зря отправился в эту поездку. I love traveling. I love the heat, and usually when I travel, I go camping, and I just enjoy that feeling of freedom. And I enjoy meeting other people and seeing that basically people are just all the same everywhere. What is happiness for me? I think just to have a positive heart in any situation and a heart full of hope. I think that's it. Yeah. Хожу, гуляю по германским лесам. Ну а заодно ищу старинные крепости, замки, которые спрятаны где-то здесь среди леса и холмов. Вроде бы лес, но такой ухоженный, что по уровню чистоты и благоустройства даст фору многим паркам в нашей стране. Здесь же я встретил настоящих диких гусей. Никогда их раньше не видел в дикой природе. А ведь это самый обычный парк в Германии. Набрел на старый форт. На картах он подписан как Форт 6. Прогуливаясь по лесу, я понял, что соскучился немножко по приключениям, соскучился по природе и решил, что завтра поеду в следующий свой город Нюрнберг, автостопом. Но перед новой автостопной авантюрой решил еще на денек задержаться в Кёльне и исследовать окрестности. Это дворец Аугустусбург. Он считается одним из первых значительных произведений рококо в Германии и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? Wir haben Durst. Существует история, будто когда его увидел Наполеон, то он расстроился из-за того, что не может увезти этот дворец к себе во Францию. Ну а мне же он показался весьма обычным. Я погулял вокруг него, посмотрел с помощью дрона с воздуха и особо не впечатлился. И только потом, когда я увидел фотографии дворца изнутри, я понял, что упустил многое. Но на тот момент он был закрыт. А вы знали,
что далеко не всем известный город Бонн с 1949 по 1990 годам, когда Германия была разделена на западную и восточную части, являлся столицей ФРГ. При этом город совсем небольшой, его население составляет около 300 тысяч человек. Но зато история долгая. Бонн был основан как древнеримская крепость более 2000 лет назад. Я пробыл в городе один день, и Бонн показался мне очень милым местом с размеренным и неторопливым образом жизни. Здесь я чувствовал себя очень комфортно, а еще понравилась местная рождественская ярмарка, глинтвейн, украшения. Чудесно. А еще здесь родился и вырос великий композитор Людвиг ван Бетховен. Я, кстати, побывал у него дома. Стоимость билета 6 евро. С рюкзаком внутрь заходить нельзя, поэтому за хранение багажа надо было еще немного доплатить. Имейте в виду. А еще внутри здания нельзя фотографировать и тем более снимать видео. Но кое-что заснять у меня получилось. Только что вышел из дома музея Людвига вана Бетховена в городе Бонн. Билет стоит 9 евро. Дом трехэтажный. На каждом из них представлены какие-то разные экспозиции. Можно видеть рояль, виолончели, стол письменный, его записи. Мебели практически нет в доме. В общем, дом какой-то очень пустой внутри. Честно вам скажу, абсолютно неинтересно, и не стоит он 9 евро. Можно только с внешней стороны посмотреть, сфотографироваться с табличкой, что здесь родился Бетховен. А на 9 евро можно купить сколько? 4 бутылки португальского вина. Между прочим, вчера за 2 евро нашел классное вино. Так что имейте в виду. После Бонна я решил вернуться обратно в Кёльн, отдохнуть и уже с началом нового дня начать путешествие через всю Германию автостопом. Во многих европейских городах можно встретить небольшие латунные вставки на полу. Сначала не придавал особого значения им, но потом узнал, что каждая из этих металлических табличек – это человеческая жизнь. Их называют камнями преткновения. Преткновение перед тем, кто был убит, выслан или был вынужден пойти на самоубийство от фашистского режима Германии. На каждой латунной пластине выгравировано имя, год рождения, год и место смерти человека. Встречаются одинокие камни, а бывает, что они впечатаны россыпью целых семей перед подъездами домов. Светлая им всем память. 22 ноября, 9 часов утра. Я в городе Кёльн, на его окраине. Собираюсь автостопом доехать до города Нюрнберг. Это чуть более 400 километров от меня. Автостопом я не ездил с того времени, как был во Львове.
какой немецкий автостоп, я не знаю, я никогда в Германии не ездил. Автостопом читал отзывы, говорят, что вроде прикольный, хороший, быстрый. Ну, собственно, сегодня его знаю. Кстати, погодка сегодня хорошая, плюс 6 градусов с утра. Вот, ясное небо местами. Другими местами оно очень мрачное, темное. Вот, по прогнозу обещают дождь. Еду на восток, уже возвращаюсь в Крым. Собственно, с каждым километром буду все ближе и ближе к дому. Немножко греет, а с другой стороны не греет. Что вроде соскучился немножко за домом, но возвращаться я бы еще поездил. Итак, кажется, я уже наездился на автобусах и поездах. Мое путешествие начинает становиться слишком скучным и предсказуемым. Поэтому решил пересечь почти всю Германию автостопом. Самым сложным оказалось выехать из города, потому что городская улица резко превращается в широкое шоссе, и места для остановки машины практически нет. Поэтому самый лучший способ найти попутку – это заправки, придорожные кафе, ну и тому подобное. Надо только подойти к водителю и спросить, не по пути ли вам. На одном из таких пит-стопов я познакомился с забавными ребятами, с братьями, которые спешили на день рождения к своей бабушке. Вместе с ними мы доехали до Франкфурта. А еще водитель попался клевый, родом из Нидерландов. Только в машине места было мало, и поэтому приходилось огромную картину просто вести на головах. Hi, my name is Lasse and I'm from Germany, from the north, from almost from the Danish border, and me and my brother, we're doing a little hitchhiking trip, and yeah, I love traveling, I love hitchhiking, and because it's always an adventure, you never know what to stumble into, who you meet, where you sleep, and yeah, it's all a big adventure, and that's the reason why I love it, and it's a reason what makes me happy, man, because yeah, it's not an everyday life, it's something different every day, so it's really good for the happiness. I think that's it, thanks. Hey, my name is Finn, I'm the brother from Lasse, the guy you just have seen in the last video. Yeah, I also like traveling, I like meeting new people and way of life, and to see different places and different ways of living, and yeah, it's also for me a thing to be happy about, meeting different things. My name is Joris and I like traveling because it gives you a different perspective on life. Well, new insights, the way other people do things. I'm from the Netherlands, but I probably already said that. To being happy, I think, well, take care of yourself, exercise, but also don't get stuck into negative mindset. That's all. Good travel. I am Marietta. I am from the Netherlands, but I'm also Swiss, so I travel quite a lot, and I like traveling because it's my way to visit my friends, so it's quite easy. And happiness for me is not to take yourself or life too seriously. That really helps. 17:00. Я в центре Нюрнберга. Добрался сюда автостопом на 3 машинах. Первая из них вывезла меня за город, к автобану. Вторая к Франкфурту. И третья уже довезла меня до Нюрнберга. До посещения Нюрнберга я почти ничего не знал об этом городе. Да, я слышу про знаменитый Нюрнбергский процесс, но то, что окажусь в самом настоящем средневековом городе, окруженном крепостными стенами и башнями и замком, даже и не подозревал. Нюрнбергу почти 1000 лет, и с ним связано множество интересных фактов. Например, здесь проходит самая крупная во всей Европе рождественская ярмарка. В городе была открыта первая в Германии железная дорога,
а также были изобретены карманные часы, глобус, компас, наперсток и токарный станок. Считается, что Нюрнберг – один из красивейших городов Германии. Старая часть города действительно завораживает и благодаря уникальной атмосфере переносит в Средневековье. Dann wollen wir singen, 7 Tage lang, dann wollen wir singen, stimmt mit ein. Dann wollen wir singen, 7 Tage lang, dann wollen wir singen, stimmt mit ein. Die Lieder sind für alle da, dann wollen wir singen, kommt und stimmt mit ein, wir singen zusammen. Хочу особое внимание обратить на местные храмы. Их здесь очень много, и большинству из них по 500-600 лет как минимум. Это церковь Святого Лаврентия. Она была основана в 1235 году и является одним из основных символов города. Высота башен достигает 80 метров, а само здание искусно украшено скульптурами. Но самое главное – внутри. Высоченные колонны, старинные фрески, фигуры святых – это нечто невероятное. А это церковь Святого Сибальда, самый старый лютеранский храм города. А церковь Святой Елизаветы долгое время выполняла роль госпиталя, причем одного из крупнейших в Германии. Это одна из самых известных церквей Нюрнберга – храм Девы Марии. Он построен на месте разрушенной синагоги, и, что интересно, эта церковь посвящена искуплению греха, уничтожения на этом месте евреев в XVI веке. Рядом с храмом расположен фонтан, который называется Прекрасный Источник. Есть версия, что изначально его изготовили для украшения церкви Девы Марии. 19-метровое сооружение должно было стать ее шпилем, однако поднять на нужную высоту тяжеленную композицию не удалось. Эта версия не имеет документального подтверждения, но зато есть колечко, прокрутив которое трижды можно загадать желание. А теперь просто звуки города. Его уличные музыканты, активисты, продавцы фастфуда и так далее. Так звучит Нюрнберг. Среди центра Нюрнберга можно встретить верблюдов, лам и коз. Вечером я встретился с русскоговорящими ребятами. Мы с ними познакомились через каучсерфинг и договорились посидеть в местном пабе, а точнее ресторане. Да не в простом, а с хоть и с труднопроизносимым, но мировым именем. Место называется Hofbräuhaus. Он был открыт в качестве придворной пивоварни баварских герцогов в 1607 году. С тех пор тут пили пиво Амадей Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской, а Адольф Гитлер в 1920 году здесь объявил о создании национал-социалистической рабочей партии. Позже мы прогулялись по городу, и вечером все преображается. У крепостных стен мы нашли местную улицу красных фонарей и узнали, что в Германии, оказывается, как и в Нидерландах, легализована проституция.
Затем мы еще немного погуляли уютными улочками Нюрнберга, да отправились в ночной клуб. И там нас ожидало неожидаемое. Шли за немецким колоритом, а нашли турецкий. Hello, my name is Lauren. I'm from Germany and I'm 24 years old and I like traveling a lot. Happiness is about meeting the real people in the best time and then just all together have a good time. Hello from Germany! Меня зовут Настя, Анастасия Дедык Игоревна, такая вот, из Одессы и Греции, Афины. Путешествовать люблю, но не сильно путешествую. Чуть-чуть устаю, когда путешествую, потому что мне нравится иметь свое место, там, знаешь. Мне кажется, повод, который мы все путешествуем, это потому что когда мы путешествуем, мы познаем самого себя. Да? Мы вырастаем в семье, там, в школе, в университете, да, строим сами себя. Для меня быть счастливой, это обозначает быть независимой и делать то, что я хочу в тот момент. Вообще-то счастье — это вот эти маленькие, ужасно маленькие моменты, когда вот что-то маленькое там случилось или что-то, и ты чувствуешь себя, что это то, что тебе хочется в тот момент, то, что тебе надо в этот момент. Нам надо потусить, нам надо потусить, надо потусить. Ты чувствуешь себя ultimate. Меня зовут Юля, я из Екатеринбурга. Я очень люблю путешествовать, потому что это смысл моей жизни. Это открывает новые горизонты, я узнаю абсолютно новые вещи о людях и о странах. Самое главное, я узнаю новые вещи о себе. Что значит быть счастливым? Это значит делать то, что нравится только тебе. Это значит реализовать свои мечты. Это значит создавать что-то уникальное, что можешь только ты. И я, как фотограф, могу сказать об этом на 100%. Это самая крутая, самая лучшая, самая уникальная работа – быть путешественником. Знать, что для тебя открываются новые истины, новые люди, новые картинки. Растите, путешествуйте, узнавайте новых людей. И с вами будет истина. Вы узнаете самое интересное в своей жизни. Направо Прага, налево Нюрнберг. Дорога такая же пустая, как, собственно, и заправка. После Германии я решил отправиться в Чехию. И так как в прошлый раз мне очень понравился местный автостоп, то захотел и дальше путешествовать на попутках. Но только вскоре попал в какую-то немецкую глухомань. Машин там вообще практически не было, тем более на Прагу. Вокруг лес и маленькие деревушки. Тогда я решил ожидать машинку на заправке. Авось, да найду попутку. Добрался до торгового центра в Праге. Торговый центр называется Метрополь. Нашел место, где можно поменять деньги. Но оно закрыто. До дома, где я сегодня буду ночевать, мне 14 километров. Иду в метро, станцию посмотрю. Может быть, можно проехать зайцем, не заплатив, потому что у меня нет крон. Евро здесь не принимают. Ну и, соответственно, кредитной карты тоже у меня нет, потому что я крымчанин. Карту МИР принимают только в России. А мне надо по всему миру путешествовать. А с картой МИР это невозможно. Такой вот парадокс. Один мой знакомый бельгиец сказал: тем временем, пока парижане спорят за право называть свой город самым красивым, миллионы людей приезжают в Прагу и влюбляются в нее с первого взгляда. И для того, чтобы это проверить лично, и как можно скорее отправился на исследование города. Прага поделена на районы от 1 до 10, в зависимости от удаленности от центра. Соответственно, Прага-1 – это самое сердце города. Ну а я же остановился в Праге-2,
так что далеко и ходить не надо было. Праге уже более 1100 лет. Я заранее знал, что основные достопримечательности – это старинные дворцы, башни, мосты и так далее. Поэтому решил построить маршрут таким образом, чтобы сначала погулять по новой Праге. Увидел танцующий дом, представляющий собой комплекс из 2 башен, причудливо изогнутых против всех законов физики. Они символизируют танцующую пару. Затем добрел до головы Кафки, 10-метровой конструкции, состоящей из множества панелей, двигающихся независимо друг от друга. К слову, Кафка родился в Праге, но тогда это была другая страна – Австро-Венгрия. Вот постепенно я и добрался до центральной площади. Попытался запустить квадрокоптер, и вроде как все сначала получалось, но в какой-то момент он перестал подниматься и реагировать. А потом самостоятельно приземлился. Позже я попробовал еще раз, но в другом месте, рядом с Пражским градом. Но и там мой летательный аппарат был дезориентирован и вскоре вернулся домой. Ладно, буду снимать с рук. Больше домов в Праге, а это 56%, ниже 10 метров. Из них 60% двухэтажные здания. В общем, не обязательно взлетать, чтобы увидеть город сверху. Достаточно просто подняться на одну из башен, например, на Староместской площади. Иду к самому известному месту в городе. Оно называется Карлов мост. Интересно, что первый камень при строительстве моста был заложен еще в 1357 году в 5:31 утра, как то предсказал царский астролог, предвещая мосту вечную жизнь. И самое удивительное, что переправа так ни разу и не получила серьезных повреждений, выставив войны и бомбежки. Теперь же здесь фотографируются туристы и развлекают прохожих уличные музыканты. Пройдя через мост, я оказался в крепости, в своеобразном городе в городе. Это Пражский град. Согласно книге рекордов Гиннесса, это самый большой древний замок в мире.
А также это самый большой обитаемый замок на планете на сегодняшний день. Кем же он обитаем? Это была главная резиденция императоров Священной Римской империи, а сегодня тут заседает президент Чехии. Возможно, мы даже видели друг друга, пока я тут гулял. Но это не точно. Но зато точно я узнал, что в Чехии легализована конопля. В паре сотен метров от резиденции президента я нашел кофешоп. А еще, оказывается, марихуану тут можно купить из автомата, прямо на улице. Но, как мы все знаем, наркотики – это плохо. Иду в центр, а по дороге стена Джона Леннона. Стена считается одним из символов борьбы за свободу и против коммунистического режима. Выглядит она клево, но, к слову, сам Джон Леннон в Праге никогда не бывал. Но зато его фраза врезалась мне в память. Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным. Каждый час под стенами Староместской ратуши собирается толпа зевак, желающих посмотреть на пражские куранты в действии. И несмотря на то, что событие занимает всего-то 45 секунд, эти часы являются одной из самых известных туристических достопримечательностей Европы. San Felipe y Santiago, que siempre andan juntos. San Pablo con su espada y Santo Tomás con su lanza, ver para creer. San Simón con su tierra y San Juan con su cáliz y su serpiente entrenada. К слову, цены тут значительно ниже, чем в странах, где я бывал недавно в Бельгии и Нидерландах. Но даже там, я помню, можно было найти вино, которое было даже дешевле крымского в Крыму. Сколько фотографий не делай, а Прагу можно снимать еще. Я бы с удовольствием остался тут надольше, но пора двигаться дальше. Следующий город на пути – Брно. Но перед телепортацией в новый город несколько слов от моего хоста в Праге. Hello, I'm Isabella. I am Italian, but I live in Prague. I live in Prague for 3 years now, and I really love this city. I love traveling though. I always travel, and I like it because I like stories. So I think that when you travel, you discover different kind of stories, like old stories, new stories, people stories, and that's why I like it. And for me, traveling is part of being happy. That's the reason why I'm happy, because I have the chance to travel a lot, and also it's about freedom. You know, like not to have the freedom of choosing every day what I want to do, and what I want to do is traveling. So it's easy choice. Купить билет на метро можно в таких вот автоматах. В Праге есть даже русский язык, можно выбрать русский язык. Покупка 30 минут. Наличные, палата, карты наличные. Но покупать я сейчас не буду, потому что билет у меня уже есть. Вот, собственно, билет. Сейчас его надо только лишь приложить.
такой вот штуки для того, чтобы его удостоверить. Слышали? Все, поставили дату. С этого времени начинается отсчет времени. Я купил его на полчаса, значит, у меня есть полчаса, чтобы покататься по этому билету. Спускаемся. При выходе на платформу здесь есть карта. Налево такие остановки, направо другие остановки. Я же еду до остановки музеем. На ней пересяду на другую ветку. Вот, собственно, вся карта пражского метро. Немножко нечестно. При входе сюда я удостоверил билет. Он действует полчаса. Следующий поезд через 5 минут. Итого я смогу ехать только 25 минут. Ноября, 11 часов утра или дня, не знаю. Иду на автобус. Еду сегодня на автобусе, не автостопом, потому что автобус стоит всего лишь 4 евро. Ехать, конечно, недалеко, 10 километров. Вот. Но 4 евро, в принципе, стоимость небольшая. Для этого я ездил автостопом. Сэкономил в итоге на 2 поездках 45 евро. Из Кёльна в Нюрнберг стоил автобус 25, из Нюрнберга в Прагу 20. Вот. Ну а сегодня как бы 4 евро, поэтому фиг с ними, это как будто бы оставлю себя без обеда. В принципе, мой обед обычно стоит в Европе около 3 евро максимум. Ну, в зависимости от стран. Вот, добро пожаловать в город Брно. Столица Южной Моравии. Одного из регионов Чехии. Вот вокзал. Это был железнодорожный, а там автовокзал. Я приехал туда. Сейчас иду гулять по городу. Вот говорят чао, когда прощаются. И девушки курят. Так как называется обмен. Сменярно. Можно поменять различные денежки, даже украинские гривны, российские рубли. И еще миллион всего. Брно – это очень красивый чешский город, незаслуженно обделенный вниманием туристов. Его история насчитывает более 2400 лет. Здесь на горе, как и полагается средневековому европейскому граду, находится крепость, а в городе бережно сохранены старинные дома, узкие улочки, брусчатка. И все это выглядит волшебно, особенно в преддверии Нового года. Скульптура фалосовидной формы – это часы. Это напоминание о том, что давным-давно крепость Брно выдержала нападение шведов. Но самое удивительное – это то, что я нашел здесь дворец Ялта и дракона. Под аркой старой ратуши под потолком висит крокодил, но в действительности же это дракон. Почему и как так? Принято считать, что крокодила, тогда еще живого, в 1608 году турецкие посланники подарили местному правителю Матиусу Габсбургу. Однажды крокодил умер от старости, и из него сделали чучело, которое подвесили на цепях в ратуше на потеху всему честному народу. А так как народ не был знаком с данным чудищем, то стали называть его драконом. А теперь самое интересное.
В Брно я остановился через каучсерфинг у чувака по имени Дариус. Он из Франции и приехал в Чехию учиться. Hi, I'm Darius. Мы с ним быстро подружились, а вечером отправились вместе с его друзьями в паб, выполненный в стиле «Властелина колец». Но это не важно. Сидели мы тут практически до утра, и Дариус ушел домой немного раньше меня. Я же остался, потому что вскоре окажусь дома, и хотелось немного оттянуть этот момент. А чешское пиво – отличный для того способ. А еще это отличный рецепт знакомства с полицейскими. В 5 утра я был максимально уверен, что стучусь в квартиру Дариуса. Но вот только никто не открывал. Я уже был обиделся на него за это и сел на ступеньках и решил вздремнуть, как тут ко мне подошли полицейские. Тут же открылась дверь, в которую я ломился, а там напуганный парень и 2 девушки. Я пришел не по адресу. Меня пригласили пройти вместе с правоохранителями. В машине мы заполнили протокол, проверили мои документы. Hello, my name is Oleg. Я разъяснил им всю свою ситуацию, но и меня простили. А на улице все еще ночь. Возвращаться и пробовать стучать в другие двери я не стал, а отправился в церковь. Нет, не для того, чтобы помолиться за протрезвление, а чтобы поспать. Храмы тут работают круглосуточно, имеются удобные лавочки. На одной из них я и вздремнул. А когда утром начал собираться народ, я покинул помещение. И знаете что? На меня снизошло просветление. Только после храма я понял, что дверь Дариуса была напротив той, в которую я стучал. Как говорится, с Божьей помощью. Hello, I'm Anna from Czech Republic. I have never traveled a lot. Like I was always travel only for 1 week or for 2 weeks, and it was just only holidays for me. But last year I was 1 year in Germany, and I can say that it really changed my life. Like right now, the opinion, like the 1 year abroad for me, it was very, very important. It really changed my opinion of my life, my studies and everything. And I would recommend all the people to go abroad and just live somewhere else for at least 1 year, because it's really going to change your life. It's very, very important to be independent and just try to be, like, I don't know, just try to be yourself and find yourself. And again, it can help you to be just alone in another country. It's just help you to find yourself, like it also helped me to find myself. I don't know what to say more, but to happy for me it means to find people you love, just spend the time with them, and also find the thing, like the job you want to do, and just do it. Just don't be afraid of, I don't know, just don't be afraid of the shit which people are telling you. Just be yourself and find you want to do it, and just do it. Just do it, just do it. And that's the secret of life. Hi, my name is Darius and I'm from France. I like traveling to meet cultures and like all people. Just manage to get on with the climate and to build houses and to make tradition around like the weather. And for me, happiness is like good saying, good thinking, and good action. And that's it. I like to travel because you always get to know people and new places, and I always like feeling to get them back home again, and feel like really welcome to be back home again. That was all your new experience, and what makes me happy is to be together with interesting people. And I love traveling because I can meet so many interesting people and new culture, new cuisine. Well, drugs can you make happy, but in one way. I think people around you make you happy mostly. And I love these people which makes you happy. I think I will not wake up at this time. I think that's all I want to say. I really love traveling, and I would like to traveling more than
And what makes me feel happy or to be happy, it means for me, I don't know, feel comfortable for me and do things what I like. And I don't know, be with my friends, be with people who I like and travel with them and do those things like we want, like everybody wants. I like to travel because I like to discover new culture. Like here I'm in Czech Republic, and I'm really enjoying this culture. I just don't want to enjoy the best of the life, and the question is, which points make the most interesting things in the life? What I want to do next in my maybe 40 years in my life, all my lifetime. Maybe I want to just, I don't know, grow some potatoes. Maybe it's really simple, but maybe some people are happy with this, and it's not really a problem. Like just enjoy with this, and I don't know, just really take the best part of your life. And I love traveling because it gives me an opportunity to get to know new countries and new people, and yeah, it's about the people because I am like extreme extrovert and I love meeting people, and sometimes I find someone that we feel like we are connected to each other. How to be happy? It's the same for the first question. It's people. I love being around people and be connected to them. And yeah, that's it. Just to feel free being with their company. Yeah, that's it. I like traveling because you can search for different opportunities than is in your country. You can meet different people and you get a lot of joy in the world. And to be happy for me is to find a person who you live with and to be surrounded by persons who you like. Кто видел фильм «Евротур»? Помните, какой была показана Братислава? Старый, раздолбанный город, где до отправления ближайшего поезда оставалось совсем немного, ведь его уже начали строить. Братислава? Да. Братислава. Братислава. Господи, помоги нам. Мы в Восточной Европе. Нам надо попасть в Берлин, в Германию. Не знаете, поезд туда скоро будет? Да, очень скоро. Железную дорогу уже строят. Так вот, в действительности же Братислава, хоть и не плещет невиданной красотой и не может похвастаться большим количеством достопримечательностей, как соседняя Вена, Будапешт или Прага, но побывать здесь определенно стоит. Город небольшой, население всего 425 тысяч человек.
поэтому долго здесь оставаться может быть и скучно, но пройтись вечером по старым, мощеным булыжникам улочкам, выпить глинтвейна на рождественской ярмарке под городской ратушей и помечтать у стен средневекового замка с видом на миллионы братиславских огней – это прекрасно. Сейчас нахожусь в вагоне поезда, собственно, переход между вагонами осуществляется через такие двери, нажимаешь и идешь дальше. Нажимаешь и идешь дальше. Вот, собственно, уже и вагон. Ого, а здесь никого нету. Шикарно. Из Братиславы до города Жилина я доехал на поезде, стоит он примерно 10 евро. 200 километров мы преодолели. Задержались на 2 часа по дороге, потому что сбили человека. Ждали, пока приедет полиция, пока они там разберутся, что-то сделают. В общем, 2 часа опоздали. Жалко. Вот, я в Жилине. Сейчас погуляю еще часик по городу и сделаю пересадку на другой поезд. Жилина — это второй по величине город в Словакии. Случайно прошел мимо ЖД КЭС. Куда-то возвращаться, куда-то идти, искать, где купить билет. Гуляю по городу Жилина, потому что этот городок мне очень напоминает Симферополь, только он меньше. А так, собственно, центр Симферополя и центр Жилина очень-очень даже похож. Посмотрите сами. Город напомнил мне Симферополь. Точнее сказать, только центральная часть поселения показалась схожей с крымской столицей, а окраины я бы сравнил с Белогорском или Джанкоем. Но зато в Словакии очень много средневековых замков. Кажется, что старинные крепости можно встретить чуть ли не в каждой деревне. В Словакии довольно-таки комфортные поезда. Ну, я, по крайней мере, ехал на таком новом, прикольном. Вот. Но они опаздывают. Я, конечно, понимаю, что мы сначала опоздали, потому что сбили человека, который бросился под колеса поезда. Вот. Но у меня пересадка в городе Жилина, и здесь мой поезд опаздывает на 70 минут. Тоже из-за какого-то инцидента. Говорят, что произошла какая-то авария по дороге. Но поезд тоже якобы движется дальше. Еще погулял, походил по городу Попрот. Ничего интересного здесь не нашел, заглянул в интернет. Собственно, это транзитная точка для того, чтобы поехать дальше в горы. В горы-то я не поеду, потому что у меня нет времени, так как завтра я уже собираюсь в Украину, в город Ужгород. Поэтому в горы я не пойду. Следующий поход мой будет уже в Крыму. Сейчас буду двигаться, то есть еще на 100 километров ближе к дому, в город Кошица. 9:30. Все супермаркеты работают только до 9. Это будний день.
Есть немножко хочется. Пойду искать, что можно перекусить в это время. Покушал я в итоге не в магазине, а в бистро. Всего за 2 евро слопал 3 слоечки. Какой-то местный полы. Было вкусно. Ночью кашицу проел в таком вот хостеле, собственно, это вот была моя кровать. Телефон заряжается. Небольшой. И 3 места. — 29 ноября, 10 часов утра. Сегодня предпоследний день моего путешествия, а может быть даже уже и последний, потому что сегодня я попадаю в Украину, провожу одну ночь в Ужгороде, а завтра уже отправляюсь на поезде в Одессу, откуда пересаживаюсь на автобус до Ялты. Немножко грустно, что мое путешествие заканчивается. Помню, как в начале этого, не в начале, в середине этого путешествия, да. В начале у меня была эйфория, было классно, здорово. В середине путешествия почему-то я устал, и мне уже хотелось вернуться обратно. Но к концу снова аппетит разыгрался, и мне не хочется уже никуда. Лишь какой Крым. Вот, есть желание только продолжать путь. А пока погулять. По Словакии у меня еще есть возможность. Я в центре города Кошице. Хотел только что взлететь, поснимать город с высоты с помощью своего дрона. Но это у меня не получилось, потому что рядом аэропорт всего в 10 километрах отсюда, и поэтому мой дрон не поднимается. Кошице. Последний город в Евросоюзе на маршруте моего путешествия. Здесь можно увидеть самый большой собор в стране, прогуляться по крупнейшей в Словакии улице, которая так и называется – Хлавна улица, то есть главная. А также можно сфотографировать чумную колонну 1723 года, воздвигнутую посреди площади на месте бывшей виселицы, в память об избавлении от эпидемии чумы. Достопримечательностей здесь много, но эти мне понравились особенно. Не считая татаранского чая, содержание спирта более 50%. До Ужгорода всего лишь 100 километров, хочу доехать автостопом. Спустя полчаса я практически вышел уже за пределы города. Сегодня просто неимоверно жаркая погода. Теплынь. Как будто бы, не знаю, весна, лето, а не зима послезавтра. Вот. Еще рюкзак, конечно, тяжелый. Набрал кучу сувениров всяких. Еще из-за него, конечно, жарко. Осталось всего 2 километра до границы с Украиной. На 4 машинах примерно за часа полтора-два добрался до словацко-украинской границы. Вроде как здесь можно пройти пешком. Это отлично, это здорово. До центра города Ужгород от границы всего лишь 5-6 километров. Это вообще ничего. Можно тоже дойти пешком. Но я думаю, там ходят какие-то маршрутки или поймаю какую-то попутку. А граница вот. Нет, я ошибся. Через словацко-украинскую границу пешком перейти нельзя. Можно преодолеть ее на автомобиле, на автобусе. Я подождал, пока приедет автобус. За 50 гривен меня довезут до Ужгорода. Украино-словацкая граница.
Едем на этом автобусе. Я в Ужгороде. Уже купил билет на поезд. А завтра 2 часа дня буду в Одессе. Погуляю несколько часов по городу. И поеду на автобусе в Ялту. Мой вагон предпоследний. Слышал, что последние вагоны больше трясет, больше укачивает. Ну да ладно. Я взял немного пива, надеюсь, не сильно качает. Здравствуйте, я Юля из Украины, из города Одесса. Мне очень нравится путешествовать. Это самое лучшее, что может быть в жизни. Путешествие – это море эмоций, море впечатлений, это самый лучший релакс. Для меня самое лучшее, что есть в жизни, это путешествие с моей семьей, узнавать что-то новое, видеть новые места и получать новые впечатления яркие. Как когда-то сказал мой друг, что люди тратят деньги на какие-то бытовые свои потребности, но деньги нужно тратить на путешествия, потому что только эмоции можно забрать с собой. Вот в этом есть смысл. Чтобы быть счастливым, нужно быть свободным, а путешествие это и есть свобода. Все просто. Побыл немножко в Одессе, теперь еду на автобусе в Крым. Проехали Николаев, остановились на заправке, поймал Wi-Fi, посидел в Wi-Fi, воспользовался немножко интернетом. Скоро будем на полуострове. Осталось еще километров 100, может чуть больше. Мне до Крыма. Да, мое путешествие заканчивается. И, кстати, довольно-таки символично. В начале путешествия я, будучи во Львове, постригся. Это была моя первая стрижка. А теперь в конце путешествия я снова постригся, опять-таки в Украине, только теперь в городе Одесса. Как вам больше нравится? Львовская стрижка или одесская? Или ни та, ни другая? Крымский пограничный пункт. Это все. Вот и все. 5 часов утра. Я добрался до Ялты. Здесь еще темно. В городе светит огонь. Огоньки. Прошел недавно дождь, мокро, сыро, но тепло. Ну вот и все. Закончилось мое путешествие. Я уже гуляю по крымским лесам. И, конечно же, с удовольствием вспоминаю о своих странствиях. С 31 октября по 1 декабря я провел время в дороге. Это был мой обычный ежегодный отпуск, в течение которого я посетил такие страны, как Польша, Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Словакия. Ну и, конечно же, в конце концов вернулся в свой родной, любимый Крым. Во время путешествия в основном я передвигался на автобусах и поездах. Немножко было еще автостопа, наверное, раза 3 или 4.
И только лишь потому, что стало откровенно скучно и не хватало каких-то приключений, захотелось пообщаться с местными людьми, ну и немножечко разнообразить свой маршрут, потому что, ну, это слишком было предсказуемо, ты знаешь, где ты сядешь на транспорт, где ты выйдешь из него, и где же авантюры всякие, там, приключения, о которых потом можно будет вспоминать и рассказывать детям. Так вот, да, путешествие мое было довольно-таки бюджетным. Все маршруты планировал я самостоятельно, не прибегал к помощи никаких туристических агентств вот, и подобных компаний. Покупал автобусные билеты я в основном у компании Flixbus. Это довольно-таки бюджетная компания. Деньги я хранил в наличном виде и какую-то часть на электронном кошельке, потому как если покупать те же автобусные билеты за наличные деньги, то приходится переплачивать. И намного выгоднее их приобретать онлайн. Поэтому мне и пригодился электронный кошелек. К счастью, он работал на то время на территории Европы. Банковских карточек Visa или MasterCard у меня на тот момент не было, потому как я из Крыма, а мы уже давным-давно живем под санкциями. И таковые карточки сделать невозможно, чтобы они работали в других странах. Соответственно, приходилось таскать с собой наличные деньги. С одной стороны, это удобно, потому что ты всегда знаешь, сколько у тебя их осталось, можно быстро пересчитать. Вот. Ну и как-то их более жалко, наверное, что ли, тратить, чем электронные деньги. Поэтому живешь экономнее. Вот. Но, конечно же, это не так уж безопасно. И к тому же не так уж удобно, потому что во многих странах Европы все заточено под расчет безналом. Даже порой банкомат сложно найти. Вот, и это, конечно, вызывает некоторые неудобства. Всего же за этот месяц я потратил около 1000 евро. Из них примерно 290 евро – это транспорт и проживание. 50 евро – это входные билеты в музей. 120 же евро ушли на сувениры для друзей и для себя. 220 примерно евро я потратил на то, чтобы себя покормить. И около 250 ушло на то, чтобы приобрести и продегустировать местное пиво, ну и другие подобного рода напитки. Сумма, конечно, не маленькая, но можно вычесть из этой суммы определенные категории, и тогда путешествие станет значительно бюджетнее. Так что путешествовать не так уж дорого, особенно если убрать последний пункт моих затрат. Так что любите друг друга, путешествуйте и будьте счастливы.